Всем привет! Сегодня учимся писать различные виды гор мастихином и кистью. Я покажу несколько приемов. В течение этого урока у меня на одном большом холсте таких 3 мини-мотива получилось. Вы можете вначале просто просмотреть, что и как я делала, потом выберите какой-то понравившийся мотив из этих и возьмите небольшой холст 30 на 40 или 40 на 50 и сделайте просто полноценную картину. Допустим, здесь оставить воду, небо, и у вас одна картина. Или так отрезать, то есть сделаем такую пустыню с кактусами, с такими калифорнийскими горами. То есть, что вам приглянулось, то и сделайте. Можете, конечно, сделать все картины желательно. Снежные горы, здесь просто немножко еще снега сделать, и вполне себе готовая картина. Если есть у вас возможность материальная, конечно, вы можете взять какой-нибудь холст отдельный, как я взяла, 50 на 60 сантиметров, и сделать эти элементы отдельно. Пусть они останутся на память у вас для тренировки. Или возьмите один какой-то холст, старый, и вначале потренируйтесь на нем, просто горы, просто потренируйтесь. А потом, если вы видите, что у вас пошло, например, как эти горы я делала кистью, а эти мастихином, выберите себе какую-то более подходящую для вас технику, кистью или мастихином, и сделайте себе отдельную картину, любую на ваш выбор. Сегодня начинаем мы новую часть нашего семинара. Я хочу сегодня показать вам различные виды гор. Для этого я взяла сейчас какой-то холст, у меня был такой испорченный, он уже порезан немножко, 50 на 60 сантиметров у меня. И я хочу сейчас весь холст сделать мокрым, то есть нанести жидкую белую краску. Я еще раз покажу вам. Это у меня из тубы белая, титановые белила. Сейчас я возьму даже так налью льняное масло, можете там подсолнечное взять, и мастихином перемешиваю, немножко неудобно, до такой жидкой консистенции. Потихонечку добавляю, я чувствую, что мало, добавляю еще. Наверное, все помешаю сразу. Просто она течет такая пастообразная, такая мягкая, красочка становится послушная. Даже можно еще. Такая, чтобы она была типа йогурта. Сейчас я на столе перемешаю и покажу. Видите, она прям даже подтекает. Видите, стекает. Она такая жиденькая. Примерно такая консистенция должна быть. Чтобы она так могла с мастихина капать, стекать. Так, я сейчас соберу наверх всю мастихином в одно место. Этот кусочек у меня густой. У меня есть немножко голубая ФЦ. На палитре я немножко возьму на другой. Немножко синенького. И сделаю жидкую синюю краску. То есть в белую добавляю сразу синенького. Но потихоньку смотрите. Синий очень такой сильный пигмент. Не переборщите, чтобы сильно темным не было.
лучше 2 раза добавить, чем слишком сильно темный сделать. Тогда понадобится вам очень много белил, чтобы осветлить голубой. Ну, вот такая она голубенькая получилась. И большой строительной кистью я сейчас покрою весь мой холст. Вот это у меня 4 сантиметра. Покрою этой краской. Ну, даже, кстати, можно и потемнее сделать. Сейчас я... Очень тонким слоем, как я рассказывала, слой должен просто чуть-чуть блестеть. То есть прям в буквальном смысле надо массировать эту краску в холст. Можете взять старые холсты какие-то. Сегодня я буду показывать больше техники. Потому что по опыту я знаю, что вот именно с горами у очень многих людей возникают проблемы. Они не могут правильно положить снег. Тут важно будет, как мы держим мастихин, как мы давим или не давим на него. Это сегодня я все покажу. Вот, я сделала весь холст синей краской мокрой, синей с белилами и с льняным маслом. Он еще мокрый. Самое важное начинать писать по мокрому, не ждать, пока он высохнет. Вот. И сегодня нам понадобятся различные мастихины. Вот, конечно, желательно вот такой мастихин иметь, как я уже говорила, почти с прямым углом. Он вот здесь одно ребро сантиметр, и второе где-то 2,5-3 сантиметра. Вот, есть в России тоже такие сейчас мастихины, можно, я думаю, купить. Если нет, конечно, таких мастихинов, то поищите какие-то мастихинчики не сильно большие. Вот этот, например, будет слишком такой большой, вот он у меня где-то, я не знаю, сантиметров 5. Вот, он, конечно, для больших холстов больше, но и немножко аккуратнее нужно рисовать. Вот лучше поменьше, вот где-то сантиметра 3-4 максимум, вот, чтобы одно ребро желательно было вот под прямым углом, не как вот у лодочки такое вот скошенное, ну, полукруглое оно, да, но вот желательно, чтобы оно вот так прямо было отрезано. Вот, ну, как, в принципе, можно горы и лодочкой писать любым мастихином, да. Вот у меня есть такой еще остренький мастихинчик, чтобы вот на самые вершины гор очень удобно подлазить им таким, потому что у него ну, очень такой тоненький носик, или вот такой вообще заостренный. Вот можно и такими. Вот. Краски нам сегодня понадобятся. Ну вот я сейчас на палитру взяла. Вот это у меня Марс коричневый темный, ну или Вандик можете взять, он такой темно-коричневый какой-то, да. Сиена, краплак красный и синяя, голубая ФЦ. Вот, и для начала сделаем такой замес для, сейчас я возьму побольше мастихин, для замеса, для основной замес для гор. Он обычно состоит, если такие синеватые горы, из 3-4 красок. Вот. Но вопрос берет в основном вот Вандик, сиену, краплак и синий. Примерно в равных долях. Здесь, в принципе, это не имеет сильного такого значения. И вот хорошо замешать все эти красочки, чтобы такая покровная краска получилась, темная. Вот я ее, если протяну, она такая у меня вышла, что темно-коричневая. Можно, конечно, сделать
побольше синего, чтобы она такая темно-синяя была. То есть это зависит уже от какой вид гор. Вот, можно темно-синюю сделать. Вот сейчас она у меня такая даже серо-синяя выходит. Вот. Давайте, наверное, начнем с серо-синей. Побольше синего. Где-то 2 части синего и по 1 части коричневого, красного, вот, сиены, темно-коричневого и краплака. Вот, побольше синего. Чтобы такой грязно-синий серый цвет получился. Вот наверху у меня коричневый. Ну, это для других гор. Покажу сегодня. Обратите внимание, что я делаю сейчас вот уже второй слой без жидкой, без масла. То есть краска густая, так как у нас внизу уже первый слой такой жиденький. Вот. И что хочу сказать. Вот многие, конечно, если вопрос, он показывает, он начинает сразу мастихином формировать горы. Вот. Но по опыту курсов я знаю, что люди немножко, у них проблемы есть с чистыми контурами гор, и когда они мастихином начинают их, вот эти вот вершины все делать, у них нечисто выходит. Потому что мастихин, ну, не ложится такими ровными линиями, он где-то прилипнет, где-то нет. Поэтому как бы я советую какую-то плоскую кисточку взять. Вот. Окунаю ее вот в наш темный замес серо-синий. Вот, и вот я с угла, я на одном холсте несколько видов гор сегодня покажу. Вот начинаем, допустим, здесь вот вершина какая-то. То есть нас сейчас интересует вот этот кантик, чтобы он был ровненький, верхний кантик горы. Мастихином просто вот еще раз, что хочу показать. Вот когда мы ведем, видите, то есть, ну, такая нечеткая линия, нечеткая граница, может быть, вот нам приходится там царапать где-то что-то. А удобнее контуры, конечно, рисовать вот кисточкой. Вот, и обратите внимание, что сверху на вершине вот здесь, да, не делайте вот эти вот пирамиды Хеопса, или как вот многие вот такие вот прям, ну, рисуют одинаковые, параллельные. То есть какие-то на самом верху, ну, нету такого прям как у иголочки такого вот кончика. То есть какое-то плато здесь вот можно тут сделать пошире. Давайте здесь еще одну. И еще что хочу сказать, вот когда пишут картины, заметила по ошибкам, очень часто прям вот такие горы, они прям такие крутые пишут. Вот отсюда и вот так прям вниз. Нет, смотрите, делайте более такие вот пологие, вот чтобы пологие горы. Прям вниз вот такие, это вот как бы обычно, вот, как, скажем так, стандартные горы, к ним это не очень хорошо применять. Давайте сделаю сейчас. То есть больше такие пологие. Вот здесь вот сделаю я сейчас еще одну вершиночку какую-нибудь. Вот как вот вместе такой вот. То есть я вот сейчас аккуратненько, главное, делаю чистые контуры, чтобы на небе не было каких-то там полосочек темных, чтобы были эти вот контуры. Все, вот как бы теперь я чищу мою кисточку, ну вот вытираю краску. И могу взять сейчас какую-то щетиночку. Вот, и теперь вот побольше кисточка, опять я ее окунула в темную нашу красочку, потому что здесь недостаточно у нас краски темной, чтобы ее растянуть. Вот немножко. И иду сначала вот с одной стороны гор, то есть слева направо, ну, тут не имеет значения, справа налево, слева направо. Вот еще беру немножко краски. Я уже под самый край не залазю, как бы, то есть, чтобы не запачкать опять контуры, потому что здесь у меня уже и так есть темная краска. Вот, то есть сантиметр где-то оставляю. И вот такими параллельными линиями
наполняю в одну сторону эти горы. Смотрите, самое важное, чтобы вот этот слой, горы, чтобы у нас были темные, но слой был краски очень тонкий. Как вот первый слой жидкое белое или там синее, то же самое здесь. Тонкий слой, потому что мы сверху должны работать мастихином. И если у нас толстый слой у этих гор, то краска не ляжет. Вот. Ну а теперь точно так же я начинаю только с этой стороны, крест-накрест. Тяну. Как бы распределяю краску лишнюю, ее протягиваю. Уже я даже не беру краску дополнительно. Достаточно того, что у меня есть на холсте. Вот, и в конце можно почистить. Вот. Делаю такой плавный переход. Светло-голубой, такой туман появляется. Вот тут сейчас я испачкала контур, то есть гору придется мне чуть-чуть повыше сделать. Даже можно взять это вот мою кисть от жидко-белой, она пошире и помягче. И вот сгладить переход в туман ее. Вот, и я сейчас, чтобы не пачкать палитру, у меня вот одна палитра с темной краской, одна со светлой. Если, конечно, ну, есть на палитре место, мне нужна темная краска для других гор, я белую краску сейчас возьму, у меня будет она на другой палитре. Вот, сейчас начнется, скажем так, самое сложное, где в основном у всех возникают проблемы. Так. Берем наш мастихин. В данном случае я возьму вот такой вот прямой, плоский. Вот, и нашу белую краску. То есть вот это у меня белила не разведенные, густые. То есть горы мы и остальное все пишем густыми красками из тюбика. Вот, тяну вниз и делаю такую линию, приплюснутая краска, то есть я надавливаю как бы. Вот, и у меня выходит линия этой краски белой. Ставлю, вот у меня палитра под углом 90 градусов. Вот видите, в палитре мой мастихин. И тяну вниз красочку. И ее обрезаю в сторону. Вот такой ролик у меня на белом, сейчас на синем, может, вот такой ролик получился с краской. Еще раз сейчас покажу, почищу. Нажимаю, растягиваю краску. Ставлю. Тяну вниз и под 90 градусов обрезаю. Вот такой ролик, вот сейчас видно лучше. Вот такой ролик у меня получился. Вот. То есть вот таким роликом, ну он примерно 2-3 миллиметра, не сильно большие. Вот тут где-то, ну, 3 миллиметра, я думаю, максимум в самом широком, в самой широкой части. Вот. И теперь что важно? Важно, как мы нажимаем и как мы держим мастихин. То есть мастихин мы должны держать вот за вот эту часть, за вот это основание. Ну вот где тут какая-то железочка обычная или резиночка. Вот тут у меня она же просто грязная. Вот, то есть мы держим двумя пальцами, указательным и большим пальцем, вот за вот эту вот штучку, за основание мастихина. И мастихин должен плавать не вот так как-то. То есть когда мы держим вот так мастихин, то у нас выходит слишком много давления на холст, и мы не получим вот эти вот камушки, вот такие пятнышки снега на темном фоне. Вот, то есть нам нужно очень легко держать, чтобы мастихин сам плавал, сам шел. Вот, и давайте вначале я еще раз покажу, кто не видел, принцип работы.
Вот смотрите, допустим, вот это у меня вместо палитры мой холст. Я его вот так вот как бы боком хочу показать. Вот если вот отсюда смотреть, вот сбоку, да, вот я держу моими двумя пальцами мастихин. И вот сейчас, когда я начинаю вот отсюда писать нашу гору, то есть смотрите, у меня вот этот ролик, у него тоже там, ну, 1-2 миллиметра или сколько, есть вот этот вот, ну вот, объем. То есть он же не плоский ролик у нас, он такой он толстенький. Вот, и когда мы прикладываем к холсту наш мастихин, вот так, то мы пишем только этим роликом. То есть мы, как бы это показать, вот, то есть мы, видите, мастихин идет, ребро мастихина, металл, параллельно холсту, вот так, параллельно. Короткими движениями тянем вот так вниз. То есть если я возьму, сейчас вот я прям побольше ролик возьму, и буду вот так давить, то есть сейчас в данный момент у меня прям мастихин касается холста, и у меня будет вот такая белая линия, ну, без этих вот наших точечек. Давайте я сейчас покажу вот на голубом. Вот здесь, может, видно будет. То есть вот я взяла ролик, и я иду, то есть ребро мастихина, само ребро идет параллельно холсту, не надавливая вот так, а именно параллельно. И тогда красочка вот так она будет прилипать, видите, и оставлять вот такие вот точечки. Здесь просто на белом не видно, а когда на темном у нас будет это более заметно. То есть вот это самое важное. Делаю. Это вот даже большой ролик, 5 сантиметров, 5 миллиметров где-то. То есть мне нужен вот такой небольшой, около 3 миллиметров. Вот, и смотрите, каждая вершина у нас должна иметь свет и тень. То есть, в принципе, даже вот так сейчас могу как-то... Кто забывает, тут многие просто делают ошибки, не знаю почему, но женщины очень часто ошибаются. Начинают свет делать вот отсюда. Как бы вот отсюда уже полностью идет свет. Нет, смотрите, свет и тень, они должны делить вершину напополам. Ну, не обязательно пополам, потому что и вот так свет, и вот так падает. То есть, ну, вершина должна иметь, каждая вершина, тень и свет. Тень и свет. Вот здесь даже маленький такой тень и свет. Маленькая вершинка получилась. Здесь тоже. Вот, то есть, чтобы не забыть, можете себе как бы вот так наметать, процарапать, что каждый вот треугольничек наш нужно поделить на тень и свет. Вот, и прикладываю я мастихин, как говорю. Единственное, что мне сейчас, возможно, я чуть поверну, неудобно. Мастихин и веду первую линию параллельно вот этому склону. То есть вот ставлю и не нажимая веду параллельно склону. Видите, вот такие вот даже дырочки появились, как уступ. Вот, видите теперь, когда я закончила мой мазок, у меня мастихин стал грязным, серо-синим, поэтому постоянно должна быть бумажка, и после каждого проведения вы должны вытирать мастихин и брать опять чистую белую краску. Чистый ролик беру опять и делаю ниже, продолжаю дальше мои горы, вытираю. Конечно, горы немножко стоя удобнее рисовать, но тогда я закрою спиной вам все. Аккуратненько, как бабочка, вот я говорю, прям параллельно мастихин идет у меня, я на него никак не давлю. Вот, давайте следующую вершину. То есть эту вершину нам нужно тоже поделить на половины. И первый мазок мой, первое движение идет параллельно нашему склону. Немножко неудобно.
Вот, то есть я уголком мастихина, обратите внимание, иду параллельно моему склону. Вот, опять, видите, мастихин грязный какой стал, краска грязная. Вытираем обязательно. Следующую порцию ролик, чистый ролик опять с белой краской. И ниже ложу следующую порцию. Вот здесь у нас тоже такой маленький уголочек образовался. Вот. И его тоже, конечно, желательно тоже поделить. Вот обратите внимание, когда вот рисуете контуры первых гор, чем меньше вот таких вот маленьких треугольных вершин, тем легче, конечно. Потому что вот такую даже маленькую придется делить на половины. Она такая совсем маленькая у меня. Но для этого, кстати, можно взять вот маленькую сторону мастихина, ролик взять на вот эту сторону, и вот вниз вот так показать, что у нас здесь тоже вершина. Теперь я возьму побольше краски, большой стороной, и иду уже следующую мою вершину делать вниз. Сейчас я наверху немножко поправлю. Можно вот соединить вот эти снежные горы. Вот. Беру опять ролик, и очень легко. Я прекрасно понимаю, что вот эта техника, сама когда училась, у меня тоже были проблемы, потому что, сразу скажу, с первой, второй вершины у вас, возможно, это не получится. Вы, не, ну, вот это, вы еще не прочувствуете еще вот этот вот ролик. Поэтому обычно это с четвертой, пятой вершины начинается. Вот, когда вы уже потихонечку поймете, вот можно сейчас вот даже вот так, вот отсюда сделать. Вот заворачивается гора. Вот, положили мы снег. Я вот здесь еще немножко, все-таки кантик этот вот беленьким. Вот, вот это у нас вышло, то есть если у нас свет падает на картине с правой стороны, то с правой стороны каждой вершины нам нужно положить светлую краску. Но в данный момент это белая. Если, конечно, закат какой-то, как вот мы морской такой вот этот вот мини-пейзаж писали в первом уроке, вот, там такой оранжевый, желтый закат, то можно в белила чуть-чуть кадмия красного добавить, ну прям чтобы чуть-чуть, можно чуть-чуть желтенького, чтобы такой чуть-чуть оранжевый, еле-еле заметный тон был. И то есть тогда на горах будет как бы отблеск снега, отблеск неба, тоже вот такой желто-оранжевые тона. Вот, ну и теперь смотрите, делаем теневой замес. Для теневого замеса мы берем вот нашу основную вот эту вот красочку, горы, что у нас были. Вот я сделаю немножко отдельно. Теневой нам всегда нужно меньше. Вот, и добавлю белил. Вот я хочу немножко побольше синего. Давайте немножко побольше синего, чтобы они синеватые были. Тень. Такой серо-синий оттенок. То есть основной состав плюс немножко синего, основной вот этот вот подмалевок наш цвет, немножко еще синего и белил. Густых белил. То есть теневой цвет у нас должен быть светлее вот этого первого подмалевка нашего темного, да, светлее, но темнее, чем снег, ну, световая сторона. Вот. Сейчас я опять соберу, потому что нам нужен будет опять ролик. Вот наверх поставлю краску. И опять вот так вот тяну и делаю нашу линию.
Надо почистить мастихин. Ставлю под 90 градусов и отрезаю назад. При рисовании теневой стороны обычно ролик еще меньше даже, потому что тень, как вы видите, ее намного меньше. То есть по объему у нас света, вот снег в данном случае, у нас он больше занимает места, чем вот здесь вот теневые. Ну, это единственное, всегда обычно самый левый угол, вот здесь выходит побольше. Можно ролик взять, потому что он обычно всегда самый большой. Вот. А здесь у нас, как вы видите, не сильно много нам нужно краски. И для тени часто используем мы точно так же вот маленькие. Видите, здесь совсем маленькие у нас уголочки для тени, поэтому можно использовать маленькую сторону. Если кто-то работает вот с такими мастихинами, там, ну вот обычная форма, да, здесь в принципе вот как бы такими маленькими очень даже удобно, у кого есть маленькие мастихины. Принцип такой же, когда мы работаем с обычным мастихином, точно так же я беру на ребро ролик, вот, и делаю, не надавливая, то же самое, только вот маленьким мастихином. Ну, вот такой обычной стандартной формы. Принцип то же самое, как вот с таким работать. Так, я, наверное, сейчас вот начну с этих вершин, поэтому я взяла вот на маленькую сторону, маленький ролик, вот, и чуть-чуть, ну, сейчас я привстану, потому что обычно тень, обратите внимание, удобнее рисовать, стоя спиной, вот я сейчас спиной стою, и тянуть к себе, потому что когда мы сидим, нам руку выворачивать приходится, то есть тень обычно пишется стоя, грудью к холсту, вот. Потому что тогда мне легче руку тянуть вот к себе, потому что все направления должны быть уже в другую сторону, к себе. Вот, и немножко короткими мазками, даже можно побольше синего сделать, чтобы более видно вам было, с небом, чтобы не сливалось. Я чуть-чуть побольше синего добавлю в синеву. Вот, чуть-чуть побольше. Тень обычно тоненько ложите, потому что в тень не пишется толстым слоем краски. Вот ее тоненько, коротенькими мазками. Сейчас я побольше ролик взяла на большую сторону и тяну аккуратненько вниз. Мне достаточно неудобно сейчас работать. Можно потемнее, посветлее. Чуть посветлее, на темно-синем можно чуть посветлее сделать. Вот теперь я возьму опять белую и подправлю немножко. Вот здесь у меня на снег зашло. Так. Можно и здесь вот кое-где тень между сделать. Еле заметную голубую.
Вот я взяла маленький мастихин, вот им удобнее кое-где даже. То есть вы видите, любым мастихином это можно делать. Форма, в принципе, не имеет особого значения. То есть вот ролик и немножко расширю. Вот такие горы получились. Но для того, чтобы они более такие натуральными были, надо взять какую-нибудь, ну вот щетинку. У меня вот она, с которой я наносила жидкую голубую краску, я просто протерла. Вот. И сейчас по направлению гор, вот по направлению склона, нужно сделать такой туманчик. То есть я не беру дополнительно краску, я захожу вот до краски, которая у меня вот мастихином наложена, как бы подтягиваю и растягиваю вниз. И делаю плавный переход. То есть вот здесь идет все у нас направо. Вот эта сторона склона. Обратите внимание, когда мы делаем вот этот туман, не делайте прям вот одной линии. Вот, чтобы вот только до сюда доходило у нас. Здесь у нас такой прям толстый слой краски, а здесь у нас все, вот если как под линейку, а здесь все мягко идет. То есть я вот где-то повыше захожу, где-то вот отсюда растаптываю красочку, чтобы не было такого прям, ну, видите, вот немножко захожу, чуть-чуть снимаю как бы красочку и ее подтягиваю дальше. Вот, а здесь в эту сторону у нас склон, поэтому все линии у нас идут в эту сторону. Если здесь у вас недостаточно краски, чтобы ее как бы вот растоптать, сделать вот этот туман, то можно дополнительно вот взять мастихинчика, немножко нанести здесь красочкой, да, и ее растоптать. Вот, теперь я отъеду камерой немножко, чтобы издалека посмотрели, какие у нас получились горы. Вот, можно немножко чисто мастихином наши вершинки чистенькими сделать. То есть здесь можно работать дальше и дальше, моделировать горы, как вы хотите. Вот, это такие самые нормальные, стандартные горы, самые легкие. Ну, даже они, в принципе, все горы-то не сложные. Ну, просто такие стандартные горы. Вот. Давайте следующий вид гор сделаем не снежный, а такой вот летние горы, скажем так. Да, ну вот, то есть летние горы отличаются от зимних гор, то есть у них нет снега обычно, да. И часто бывает вот прям зеленая трава растет. То есть обычно они делаются на синем первом слое, на коричневом, извините, на коричневом первом слое. То есть если здесь мы делали больше серо-синий, первый слой коричневый, да, то на таких горах, которые более теплые, скажем так, и подмалевок первый должен быть более теплый. То есть синего практически не добавляем. То есть первый слой должен быть темно-коричневым у нас. Вот. И вот это вот я сейчас убрала то, что у меня было здесь синим. Вот этот мой замес темно-коричневый, сиена и краплак. Вот такой темно Марс, сиена и краплак. Вот такой темно-коричневый цвет получается. И опять кисточкой можно сделать наши контуры.
Вот, ну, давайте, у меня здесь места не так много, как вот здесь прям с края. И здесь я точно так же начну, потому что здесь довольно узкое место осталось. Вот, допустим, вот отсюда, откуда-то вот так идет гора. То есть, видите, оттенок намного теплее, темно-коричневый по сравнению вот с этим. И такие более сделаем, они у нас вниз, более такие обрывистые, прям вниз смотрят. Не пирамидами такими форму, а вот более вниз, такая гряда целая гор. Допустим, здесь вот одна еще какая-то вершина. Даже ее так пологой можно. Ну, вот так. Видите, тут более квадратный такой вид у гор. Квадратный и вниз расположены вершины, не такие треугольные, скажем так. Более пологие. Вот сейчас чуть пошире сделаю. Темная красочка. Так. Вот, и опять я возьму большую кисточку. Не буду синюю брать, возьму вот просто какую-то синтетику. Возьму мою коричневую красочку. И здесь уже более вниз нам нужно растянуть направление гор. У этих снег, ну не снег, а само направление более пологое и идет вниз. Вот. И вытягиваю краску, то есть я делаю очень тонкий слой, прям практически прозрачной коричневой краски. Теперь можно ее почистить кисточкой и опять такое типа тумана сделать. Снизу. Я немножко хочу еще обозначить, что как бы два слоя сделать, что вот эти вот две горы, допустим, они у нас на переднем плане. Здесь потемнее. А те сзади. Можно даже еще одну вершиночку здесь сделать. Чуть-чуть я засветлю сейчас вот здесь сзади, чтобы было виднее вам. Вот те вершины у нас вдали, а это у нас так идет спереди.
наши слои гор. Вот. И теперь для осветления гор, естественно, нам нужны не белые краски, а светло-коричневые, сиена, охра, белила, вот таких вот светло-коричневых, видите, тонах. Вот. Вот видите, светло-коричневые тона. Вот я еще охру желтую достала, выдавила из тубы. Вот, смешиваю ее с белилами, чуть-чуть сиены. Такой замес сделаем светло-коричневый, причем такой мраморный. Что значит мраморный замес? Вот смотрите, если пару светлых, темных, вот таких вот штрихов сделать, видите, у меня краска такая разноцветная. Вот желательно делать, если сейчас я еще раз и еще раз перемешаю, вот надавлю сюда, то у меня будет однотонный светло-коричневый тон. Желательно этого не делать, то есть вот такими мраморными, видите, она прям такая разноцветная, полосатая краска вышла. Вот нам такой и нужен замес. Опять-таки ставлю я мастихин на ребро, да, делаю ролик. И то же самое сейчас начинаю. Здесь, обратите внимание, опять-таки, каждая вершина, опять-таки, должна свет и тень иметь. Но начнем мы вот с дальнего плана, с нашего, на горах. Вот, то есть, в принципе, здесь выходит, что мы должны только вот до вот этой линии вести. Можно, конечно, здесь взять маленький мастихин, ладно, я уже на большой взяла. Вот. И так как горы у нас такие более отвесные, пологие, то есть если здесь мы слева направо вели под углом, здесь у нас практически сверху вниз линии идут. Вот я ставлю на вершину и тяну вниз наш свет. Вот здесь вершина, тяну вниз наш свет. Давайте как будто здесь еще одна вершина. Вот грязный уже мастихин, видите, вот у меня. Вот, я вытираю. Возьму сейчас на маленькую сторону. Можно соединить опять свет. Вот, чистые кантики, здесь тоже свет. Теперь можно вот немножко подубрать. Вот, и давайте сразу я тень сделаю. Тень, то есть у нас вот этот же, в принципе, состав, вот коричневый, красный и сиена. Вот чуть-чуть можно побольше в сиену, чуть-чуть белил, чтобы чуть-чуть посветлее было, чем наш первый подмалевок. Такой темно-коричневый, оно чуть-чуть с белилами. Чуть-чуть посветлее, чем наш первый замес. Сейчас мы посмотрим, как он у нас будет. Часто бывает на палитре свет кажется светлый, а когда наносим мы уже на наши горы, там краска теряется. Тут, поэтому нужно проверять, конечно, на горах. Даже не видно сейчас. Можно чуть посветлее. То есть играем с контрастами. Вот чуть-чуть темненького добавить, если потерялась. Легонечко-легонечко, маленькими штрихами. Не спешите, наполняем.
Ну, вот сейчас я добавлю еще чуть-чуть светлого здесь, наверное, вниз. Вот так. То есть я работаю маленькой стороной, потому что здесь совсем горы такие миниатюрные сзади, на заднем фоне. Вот, сделали свет и тень. То же самое сейчас начнем мы делать с передним планом. То есть я беру, сейчас уже я могу легко взять большую сторону мастихина, большой ролик, потому что плоскость довольно большая у меня. Вот, и веду отсюда тихонечко, практически не нажимая, вниз. Вот мастихин грязный, вытерла. Еще замешаю краски. Следующую. Видите, мраморная краска, она ложится уже разноцветная сразу же на наш холст. Потому что она у нас такая мраморная, не перемешанная сильно. Расширяю. Допустим, вот так соединим. Маленьким. Какие-то уступы. Вот, и опять темной краской. Так, мне нужно опять встать. Тихонечко.
по направлению вниз также. Берите маленькой стороной, если неудобно. Так. То есть где-то темные, где-то светлые места. Если вы сделаете сейчас темные места, это не значит, что вы не можете сейчас назад вернуться в белое. Ну, не в белое, а в свет. То есть вот сейчас я могу взять светлую краску и опять где-то поверху кое-где еще раз пройти светлое. Здесь можно такую вершину тоже сделать. Так. Чуть-чуть светлых тоже можно на теневой стороне. Видите, я сейчас взяла светлую красочку и кое-где, как такие маленькие вершинки, где-то свет у нас даже на светлой стороне, на темной стороне может быть. Так. Потому что вот здесь на вершинах все-таки больше света, поэтому можно чуть-чуть и светлого добавить. Но как видите, вот здесь я оставила такие места, где практически нет краски. Это я сделала как бы специально, потому что я, как сказала, давайте сделаем горы такие более летние. На них можно сделать, как вот в Альпах, альпийские луга, вот немножко травки. Кое-где еще подсветлить. То есть, если мы планируем горы вместе с травой, нижнюю часть гор желательно здесь оставить такой тонкий слой краски, иначе зеленая трава у нас потом просто не ляжет.
видите, такими линиями. Уже замеса не осталось светлого. Вот, теперь я возьму опять какую-то щетиночку. Вот. И такой туманчик. То есть, когда я делаю этот туман, я убираю лишнюю краску, потому что нам все-таки нужно будет еще траву положить. Без краски я убираю лишнюю, вот чищу кисточку, чтобы здесь был довольно такой тонкий слой краски. Так, направление здесь направо. В принципе, можно и так оставить. Ну, можно. Сейчас я покажу немножко с травкой. Тихонечко, легонечко. Можно где-то 2-3 касаниями где-то что-то подубрать. Вот такой у нас склон получился. Вот я выдавила травяную зеленую, добавила немножко охры, немножко коричневого, чтобы такая темно-зеленая была, не ядовитая. Коричневый добавляем, чтобы такой зеленый был не ядовитый. С охрой. И вот это вот у меня щетиночка, можете взять вот любую такую щетиночку побольше, можно поменьше. И я нажимаю на щетиночку, как бы открываю мои волосики, чтобы такая кисточка была более приоткрыта. Не склеиваю вот так, чтобы провести тонкую линию, а вот стучу по палитре и делаю такие вот, это слишком темное сейчас, постукивания. Слышите? Вот, и теперь давайте по направлению, например, я вижу здесь у меня вот склон как бы вот сюда получился. Вот я сверху на склоне. Вначале такой темно-зеленый у меня уходит цвет. Даже вот это вот неудобно, даже можно побольше кисточку. Можно и верно это делать. Сейчас я возьму побольше. Вот у меня 2,5 сантиметра. Вот она такая плоская. Можно даже оставить вот эти задние горы без травы, а вот как бы вот отсюда передний склон сделаем, он ближе, не так высоко, немножко с травой. Немножко руку. Немножко еще. Так, здесь у нас как бы переход с левого на правый склон, поэтому обычно здесь делаю такой маленький бугорочек.
как бы соединяют. Полукруг такой. Немножко еще потемнее, то светло вышло. Коричневое добавлять надо. То есть, видите, я кое-где оставляю светлые места, выше иду травой опять, потом опять камни, трава, камни. То есть, такими как бы линиями, полосочками растет трава там. Вот, это такой темно-зеленый первый слой. И вторым слоем нужно возьму другую кисточку. Чуть-чуть. Ну, такая же. Только чистая. Теперь побольше можно охры. То есть более светло. Вот побольше охры. Если что, можно даже немножко белил добавить, чтобы чуть-чуть так посветлее был. Можно даже кадмий желтый добавить. Так. Сейчас я возьму кадмий желтый на палитру. Вот. И опять-таки открываю кисть, стучу по палитре, не склеиваю волосики, чтобы она такая была вот лохматенькая. И начинаю кое-где осветлять. Главное не закрыть полностью наш темный слой. Такие как цветочки выходят. Видите? Потому что вот кисточка, она как бы, вот когда достаточно краски, она вот сама склеивается, у нее получаются вот такие, как бы по несколько волосиков склеенные, ну вот вместе, вот такие, как бы много-много склеенных волосиков по группам. И вот эта вот каждая группа из там нескольких волосиков, да, у нее такой пункт с красочкой, ну прям выходит. И вот каждый вот этот вот пунктик будет как такой маленький цветочек. То есть довольно много краски нужно брать. Как я говорила, чем хуже кисточка вот в данный момент, вот она у меня, видите, совсем какая-то потрепана, хотя она новая вроде как, ну вот такая, как раз в хозяйственных магазинах, вот бывают такие нехорошего качества, они дешевые, вот нам такие не нужны, самые дешевые, которые не такие прямо склеенные волосики. Чуть-чуть белил кое-где добавить можно к желтому. Видите, темные места я оставляю, это очень важно. Вот здесь давайте такой вот бугорочек сделаем.
на этом склоне тоже немножко травки. Здесь, конечно, в тени, ее сильно светло не надо делать. Вот, а здесь на свете можно сейчас вот даже еще чуть-чуть, где у нас свет, побольше белил, и кое-где прям уж более светлые такие пятнышки поставить. Такие альпийские луга. Вот, сейчас можно взять какую-то кисточку мягенькую и вот сделать немножко, смягчить переход от травы к гор. Без красочки, просто как вот с тумана начинается. То есть зеленый в коричневый немножко притоптать. Чтобы все-таки наверху немножко был такой туманчик, чтобы немножко затуманено было. Здесь внизу, конечно, почетче травку. Вот. Вот такие летние горы у нас получились. То есть можно, конечно, без травы было оставить их, но я просто решила сразу же показать вам немножко. Даже можно и здесь кое-где. Как делать все-таки траву на горах. Потому что часто на горах, на склонах тоже, естественно, есть трава. Можно кое-где и здесь. Так, в тумане чуть-чуть. Вот так сделать зелененьким. Так. Такие зимние и летние горы у нас получились. Сейчас будем делать калифорнийские скалы.